небольшой комментарий по поводу видео, по поводу планет. Интересно. Just a short comment about the video about the planets you've been showing yesterday. Мне была интересна цифра, примерно 120 галактик, которые можно увидеть. I was interested in a number of galaxies we could see, and I found out it's around 120 galaxies we could observe. An observable universe. Yeah. You know, we learn more about the universe every day, right? Знаете, мы о Вселенной вообще с каждым днем узнаем все больше и больше. And I read probably like you do, trying to understand how that fits into what I believe. Я много читаю, так же как и вы, и я пытаюсь понять, как это вписывается в то, что я верю. Because remember the two tests of a worldview. Поскольку помните, да, два тестовых фактора, да, для мировоззрения. What's one of the tests? Какие? Does it fit reality? Okay, does it correspond? Да, соответствует реальности. И второе. The other test? Is it comprehensive in a sense? Does it contradict itself? Right. Right. If it corresponds, and if it's coherent, if it holds together. Да, то есть соответствует ли оно и реальности, и не противоречиво ли оно само по себе. Чи тримається купа, як моя це казала? Чи тримається купа? So does it hold as a unit? Right. Yeah. Right. Very good. As my mom said. She says. And so again, the correspondence, whatever is real, whatever is determined to be real, okay. This is God's world, right? И потому, да, первый фактор именно соответствие реальности, нам нужно понимать, что мир – это Божий мир. So I don't ever want to be afraid of what is found out to be true about this world. Мне не нужно никогда бояться того, что будет обнаружено в этом мире, той истины о мире, которая будет обнаружена. Because if it's true, then that's the way that God made it. Поскольку если вот что-то обнаружено, и это истина, то я могу сказать, да, Бог сотворил мир таким образом. What you'll find out as we get into more of the objections is that quite often when we look at the data, or for scientists look at data from space or whatever. Но чуть позже мы заметим с вами, что когда мы или ученые, например, смотрят на наборы данных разные, they draw their conclusions based upon what they know and what their worldview is. То выводы они делают не столько на основе данных, сколько на основе своего мировоззрения и неких изначальных предпосылок. So if a scientist believes that there's no God, то есть если ученый верит, что Бога нет, he's going to interpret his data based on his worldview. Он будет истолковывать свои данные на основании своего мировоззрения. And I don't expect him to do anything different. И я, в принципе, не ожидаю от ученого ничего другого. Because that's the way he sees the world. Поскольку именно так он видит мир. But then when I read the article out of the Science magazine, for example, но потом, когда я читаю, например, статью в научном журнале, what I want you to do in myself is to understand where he's coming from. То, что я хочу и что, я и вам желаю, это я хочу понять, как бы на каком основании он пишет, да, откуда, как бы, на чем он основывается, на каких предпосылках мировоззренческих. And you know what I went through here for the different worldviews. Я вот уже прошел с вами, да, некоторые здесь мировоззрения. It's very general. И я могу сказать, что эта классификация очень и очень общая. So if you meet an atheist, если вы встречаете, например, атеиста, all you know is that he doesn't believe in a God. И то, конечно же, все, что вы о нем знаете, это то, что он не верит в Бога. But he doesn't realize that he's making himself out to be God. Но он не понял еще, наверное, в этот момент, что он сам себя сделал Богом. By deciding that in all the universe and everything, that there is no God. Решив, что во всей вселенной, повсюду в мире нет никакого Бога. And so for all of us with our worldview, и для всех нас, обладающих неким мировоззрением, it's hard for us to see things differently than the way we've always seen them. Довольно трудно увидеть вещи с какого-то другого угла, чем мы видим их уже. So that brings us to, let's see, we were talking about theism,
And here for Augustine, Saint Augustine. Августин. Да. И мы говорили с вами уже про теизм, и вот здесь цитата из знаменитого богослова отца церкви Аврелия Августина. He was raised as a Christian. Его мама дала ему христианское воспитание, But he left the church for a while, но потом на какое-то время он оставил церковь. and his mother was sad. Его мама опечалилась, конечно. And he began to live a hedonistic lifestyle. И он начал жить такой гедонистической жизнью, полной удовольствий. And in one of his books, the Confessions of Saint Augustine, И в одной из своих книг, которая называется «Исповедь», «Исповедь he святого utters, Августина», he utters his famous prayer. он цитирует свою знаменитую молитву. He says, "Grant me chastity, God, «Господи, дай мне целомудрие and continence, и воздержанность, but not yet. но только не сейчас». I still want to have fun." Да, потому что все еще хочу поразвлекаться, как-нибудь потом. Это его книга? «Исповедь», да. Да, «Исповедь Августина». Очень Очень хорошая книга. Был, в 16, ему 17 было. Нет, ему было уже порядочно. Старший? Он сказал, что он юный был. So when he became a Christian, so I think he We don't spent know. like a lot of years. Maybe he could get converted in like 30 something. I think so, yeah. Yeah. For the fact that he was raised in the church didn't mean that he was a Christian, Да, right? ну тот факт, что он вырос в церкви, это не означает, что он был христианином. Он достаточно большую, значимую часть своей жизни был неверующим, он был философом, знаменитым философом, он путешествовал, давал лекции, ни в чем себе не отказывал, то есть где-то до 30 с лишним лет он был неверующим. Поэтому в его исповеди там есть что рассказать. Да. And because his mother, Santa Monica, is his mother, Да, и его мать, ее звали Моника, но ее канонизировали, это святая Моника. she wanted him to be a Christian, Она хотела, чтобы он стал христианином. but that's an individual decision, right? Но это же, конечно же, личное решение каждого человека. So at some point he does become a believer. Но в какой-то момент он таки уверовал. Another man who came to Christ was C.S. Lewis. Еще один интересный человек, пришедший ко Христу, это достаточно известный у нас Clive Staples Lewis. Is everybody familiar with C.S. Lewis? Все знакомые, хоть Yes. немножко. A lot. Автор «Хроник Нарнии». У него космично классная трилогичная трилогия. What's that? Yeah, she's quoting this space theological trilogy, like Narnia. Криминальная And also in addition to it, he has some works Yeah. of that kind. About space. About space, about Venus, about Mars, Yes. cosmic, Uh-huh. Right. I've read them. I read them recently. Did you? Good. So he was an undergraduate student at Oxford University. И он был студентом, like doctorate student? Undergrad at that point, when he first started. Да, он был студентом Оксфордского университета. And he was such a good student that he was the first one to win honors in 3 areas of study. И настолько был одаренный студент, что он первый, кто получил диплом с отличием сразу в 3 сферах, областях учения. В чем? And then he was elected to be a fellow of Magdalen College in Oxford. Magdalen. Позже он был избран почетным членом колледжа Магдалора в Оксфорде. So he was professor now. То есть он в итоге стал профессором очень быстро. When he was in high school, though, his friends used to call him an amusing atheist. Когда он еще был старшеклассником, его одноклассники называли «забавный атеист». And Lewis himself had arguments against Christianity. That's why he was an atheist. Сам Льюис, он очень много спорил с христианами по поводу христианства, и поэтому его и называли атеистом. But one thing about C.S. Lewis is that he was able to think about himself, critically about what he believed. Что интересно касательно Льюиса, он был способен критически мыслить и о себе, и о том, во что он верит. And one by one, the obstacles that he had for even believing in a God began to fall.
И одно за другим вот те твердыни, те препятствия, которые мешали ему поверить в Бога, все эти твердыни начали падать. And so, finally, very frustrated, he became a believer in God. И в конечном счете, весьма расстроенный падением этих твердыней, он уверовал в Бога. And he wrote on the night that he became a believer in God that he was the most dejected and reluctant convert. И в ночь, когда он уверовал в Бога, он написал у себя в дневнике, что он, наверное, был самый упрямый и такой скептичный новообращенный. He felt like God was dragging him, even though he didn't want to go. То есть он чувствовал, что Бог его просто вот тянет к себе, хотя ему особо к тому идти не хотелось. In fact, one thing that happened, he got off the bus at his college, coming back from, I guess, London. И случилась даже такая интересная история. Он, возвращаясь там, из Лондона в Оксфорд, он вышел на остановке возле колледжа. And he knows where the college is И он знал, где его колледж. from the bus stop. Ну вот как пройти от автобусной остановки. But for some reason, he started walking the other direction Но по какой-то причине он начал идти в другую сторону. until he was almost out of town Пока вообще чуть ли не выбрался за черту города. because he was so deep in thought. Поскольку он настолько погружен был в свои мысли. And he uses that as an illustration as to how he turned around and came back to И God. он использует вот это как иллюстрацию того, как он повернулся и отправился назад к Богу. And he comes to conclude that the biblical worldview is a reasonable way to look at the world. И он пришел к выводу, что библейское мировоззрение на самом деле достаточно здравый способ вообще смотреть на этот мир. Because it made sense. Он пришел к выводу, что оно на самом деле имеет смысл. And he would say that it corresponded to the real world. И он увидел, что это мировоззрение соответствует реальному миру. And it was coherent. It made sense together. И при этом не противоречиво, то есть оно как бы, как сказала, сходится до купы, да? Тримається до купи. Тримається купи, знаєш, як пластилін, кусок мокрий. Тримається купи. So, what do you see there? Что вы здесь видите? Деревянные фигурки. Wooden bricks. Anything else? Что-то Має еще? бути слово, але треба здалека. It should be some word, but it's not very clear from afar. Да, but Ні, що таке? No? никто не видит? Give them some maybe. А, Ісус. Скажи, що має бути слово, тільки ми дивимося не к ціні, на проміжки треба. Ага. Класс. Jesus. Ні. Слово Jesus. That's what a worldview is. Вот что такое мировоззрение. Деревяшки, ті на проміжки. Кто как смотрит. It depends on how you see. What you're looking for. Да, это зависит от того, что вы ищете. And people who are convinced their worldview is correct, they're not looking for another worldview. И люди, которые убеждены в том, что их мировоззрение точное, верное, они не ищут другого мировоззрения. Does that make sense? Достаточно ясно? Okay, so that's our basic understanding of worldviews. И вот это наше базовое понимание мировоззрения. And now we're going to look at how to get to know your audience. И теперь мы с вами подумаем о том, как же привлечь вашу аудиторию. So, one of the important things when you're talking to somebody Как узнать свою аудиторию. И одна из важных вещей, которые важны, когда вы с кем-то говорите, is you have to try to understand what their worldview is. заключается в том, чтобы понять, в чем же состоит мировоззрение человека. Because if it isn't God's view of the world, Поскольку это, если их взгляд на мир не соответствует Божьему взгляду, that they have in their mind, именно то, как они смотрят на мир, что у них в уме, then it isn't going to be corresponding to the real world, то тогда их взгляд не будет соответствовать реальному миру. and it's not going to be coherent. И в нем будут противоречия.
So we want to get to know our audience. Итак, нам нужно узнать нашу аудиторию. Every person is unique, Каждый человек на самом деле уникален. and every person has a unique worldview. И у каждого человека есть уникальное мировоззрение. If in my town, if I go even to my family, a lot of them are Roman Catholic, В моем городе, даже в моей семье, многие люди выросли в католическом, получили католическое воспитание. and I never ever put down any Roman Catholic. I never talk down to them. I never. Да, и я с католиками никогда не говорю свысока. Because a lot of them, they love the Lord. Поскольку многие из них любят Господа. And probably with Orthodox as well. Я думаю, то же самое можно сказать и о православных в вашей стране. Sometimes they just don't understand enough of the Bible to really accept Christ. Порой люди, выросшие в православии, просто не знают достаточно о Библии или не понимают достаточно о Библии, чтобы принять Христа. But if I ask two different Catholic people what they think about, if they told me what their worldview is, Но если я спрошу даже нескольких католиков, что они скажут там о своем мировоззрении, even though they're both Catholic, their worldviews are different. хотя они тот и другой католики, их мировоззрение будет отличаться. So for each person out in the world, Потому каждый человек в мире we have a different worldview. имеет отличающееся мировоззрение. All of our backgrounds are different. Все наши, каждый из нас вырос с каким-то своим бэкграундом, имеет свое прошлое. Our values, У нас разные ценности. our experiences, Наш опыт жизненный тоже отличается. our feelings, Наши чувства our отличаются. aspirations, what we hope for, Наши стремления различаются. our fears, Наши страхи and the way we express our concerns. и то, как мы выражаем некое наше беспокойство, переживание, тоже отличается. In marriages, they talk about the different ways to express love to your wife. В брачном, в семейном консультировании часто говорят о разных способах выразить любовь к супруге или супругу. Там 5 языков любви, там. One husband, he may bring his wife flowers. То есть, может быть, муж приносит жене цветы. Another man, he might bring his wife wrenches because she likes to work on the cars. Другой человек может подарить своей жене набор гаечных ключей, потому что ей нравится там в машине ковыряться. So giving wrenches to the one who likes flowers doesn't work. Поэтому набор ключей для той, кто любит цветы, не сработает. Да, как мороженое детям цветы. We have a joke in Russian from a movie like give ice cream to kids and give flowers to the woman and don't miss it. So all of us are different. Все мы разные. And there's a Greek mythology of a man by the name of Procrustes. И в греческой мифологии был такой персонаж по имени Прокруст. They called him the stretcher. Это такой человек, который stretcher. Stretcher, yeah. He would hammer metal and to stretch it out, to hammer metal out. Да, то есть такой, кузнец, да, человек, который там брал кусок металла и как бы ударами он растягивал его так, чтобы это было как лезвие. But he also had a hotel. У него тоже, как помимо, так сказать, основного кузнечного ремесла, был свой маленький отель. And he would rent rooms to people at И night. он сдавал людям комнаты, пускал постояльцев на ночь. But if you were too big for his bed, he would cut your feet off. Но если вы слишком были длинные и в его кровать не влазили, то он просто отрубал вам ноги так, чтобы вы влезли. Because he wanted you to fit his bed. Поскольку он хотел, чтобы вы вписались в его кровать. And if you were too short, he would stretch you. И если вы были слишком коротенькие, то он вас как бы растягивал, чтобы вы тоже вписались в его кровать. Because he thought one size should fit everybody. Поскольку он считал, что один размер кровати должен подходить всем. But that's not the way people are. Но так вообще с людьми не работает. Фраза «Прокрустова ложа». Да, да. Если кто-то из вас, может быть, сталкивался, слышал ее, она оттуда же. Так я ж такие маленький анекдот, типа, знаешь, я уже бегаю по траве, смеется, а Рось, да что ты смеешься? А ты говоришь, что травка пузик не щекочет. Чувства у нас тоже разные, Рось не щекочет, я же куда? Yeah. Okay. Okay, so first thing is, you know, everybody is different, right? Итак, первое, что нужно помнить, все мы разные. Everybody is unique. Каждый человек уникален.
Second thing, most people are not true to their worldview. А второе, что нужно помнить, что большинство людей не придерживается своего мировоззрения. Even though I say I believe, sometimes I really don't believe. Даже несмотря на то, что люди часто могут сказать, там, что я в это верю, на самом деле они не верят в это по-настоящему. We have three daughters. One of them is married. У нас 3 дочери, и одна из них замужем. And my daughter tried being a vegetarian for a while. И одна из моих дочерей пыталась какое-то время побыть вегетарианкой. And before she met her husband, he had tried being a vegetarian for a while. И перед тем, как она повстречалась с ее мужем, он тоже пытался какое-то время быть вегетарианцем. And so before they got married, she introduced us to him. И перед тем, как они поженились, она нам его представила. And he says, yes, I was a vegetarian, but I love bacon. И он сказал, ну да, я пытался быть вегетарианцем, но мне уж слишком нравится бекон. So I called himself a baconarian. И я, говорит, назвал себя беконарианец. Like, he is vegetarian, but he eats bacon. Eats bacon. То есть он в целом вегетарианец, но беконом любит побаловаться тоже. So most of us are not 100% true to what we think we believe. Потому большинство из нас не верны на 100% тем убеждениям, в которые верят. So let's go to Acts chapter 12. Давайте откроем с вами Деяния 12 главу. Деяния 12. Можешь включить первых? Да. Chapter 12, 1 through 17. 12 глава с 1 по 17 стих. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова Николая. Видя, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу, приказал 4 четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась на Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между 2 воинами, скованный 2 цепами, и стражи у дверей стерегли темницу. Вот и ангел Господень пристал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мной». И Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а он думал, что видел видение. И прошедшие 1-ю и 2-ю стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вышли, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало. Тогда Петр вышел, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода, и это всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнавший голос Петра, от радости отворила ворот. Но вбежавшая объявила, что Петр стоит у ворот. А те, которые отец, сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же дал знак рукой, чтобы молчали, рассказал, как Господь вывел его из темницы и сказал: «Увидимте осем Иакова и братьев его». Потом вышел, пошел в другое место. So verse 16. Итак, стих 16. Why were they amazed? Зачем они встречались на молитвенном собрании? Чтобы молиться за освобождение Петра. To pray for Peter's deliverance. Right. Да. But they didn't believe it, did Но они не they? верили, что так выйдет. So even with us Christians, Даже у нас, у христиан,
We say, yeah, we believe this. Мы говорим, да, мы в это верим. I trust God. Я доверяюсь Богу. Будем за это молиться. But sometimes we don't. Но порой это не так на самом деле. But we're not alone. Но мы не одни в этом. Everybody goes against their worldview to some extent. Каждый человек в той или иной степени поступает вопреки своему мировоззрению. And just like here, they're praying fervently for Peter's release. Как и здесь мы видим, как страстно молится церковь за освобождение Петра. But they don't expect it. Но они не ожидают, что так случится. They were amazed. Они были потрясены, конечно же. So, most people judge themselves according to their best intentions. И большинство людей судят себя по своим наилучшим намерениям. And yet we'll judge other people based on what they actually do. А других людей судят по уже совершенным поступкам. And so we all have blind spots that even the scriptures teach us, right? И у каждого из нас есть свои слепые зоны, да, это же Писание учит нас об этом. Beyond the ones that we know, we know we're doing different than what we should be doing. То есть, помимо того, что, да, мы знаем, что мы делаем нечто, что делать не должны, Sometimes we do things that we're not even aware of. но порой мы даже делаем какие-то вещи, которых не замечаем, на которые не обращаем внимания. But when we look in the mirror, we look pretty good. Но, глядя в зеркало, мы вроде себе кажемся вполне себе нормальными. At least I'm better than he is, По крайней мере, лучше, чем как кто-то другой. right? And for Christians, Not The that fact- bad. the fact that we recognize that we are not always true to our worldview is a good thing. И вообще для христианина хорошо и полезно понимать, что мы на самом деле не всегда такие, как подразумевает наше мировоззрение. Sometimes if I'm talking to a person and trying to share the gospel, Очень часто, когда я разговариваю с каким-то человеком, пытаясь поделиться Евангелием, they already know they're a sinner, человек уже часто знает, что он или она грешник. and I don't have to hide the fact that I'm a sinner. И мне не нужно скрывать тот факт, что я грешник тоже. But sometimes they'll come back and say, well, you think you're perfect. Но порой человек как бы обращается ко мне и говорит, ну ты что думаешь, ты тут совершенный такой, да? And I'll be the first to say, no, I know that I'm not. И я первым скажу, что да нет, я вообще ни разу не совершен. And so Christians, because of Jesus Christ's willingness to forgive us, И благодаря тому, что Иисус расположен нас простить, actually makes it easier for us to admit that we're sinners. для христиан по этой причине намного проще признавать, что мы грешники. That it's part of our fallen nature. Это часть нашей падшей природы. Because that's why we need Jesus, right? Потому что, собственно, по этой причине нам и нужен Иисус. Third thing, let's see, every person is unique. Так, третье, да, во-первых, каждый человек уникален. Second, most people are not true to their worldview. Второе, большинство людей не верны до конца своему мировоззрению. And the third thing is we try to understand the person's interests, needs, and where their heart is. И третье, да, нам очень важно выяснить, какие интересы, нужды у того или иного человека и где вообще его или ее сердце. If we're going to try to talk to this person's heart, Если мы хотим говорить к сердцу того или иного человека, we need to understand what they love. нам нужно понять, что же человек любит. We need to not only listen to their words, Нужно не только слова человека слушать, but you need to be able to see their heart as best you can. но также попытаться увидеть сердце человека наилучшим, насколько это возможно. Somebody might tell you, they don't think God cares, or they don't care about God. И порой человек думает, что Бог ему не интересен, или он Богу не интересен. Or they might say, I don't even care about life. Или человек может сказать, да мне даже и на жизнь мою, в общем-то, наплевать. And so your question in your mind would be what? И ваш вопрос, который вы зададите после этого, какой будет? По крайней мере в уме. Why? Why? What happened? What happened? Что случилось, да? Right. Человек так говорит.
And do most people like to talk about their experiences? И they like. Ага. Да, и большинство людей, они готовы, открыты к тому, чтобы говорить о том, что они пережили. Most people do, and especially if they've been hurt. А большинство людей таковы, и особенно, если они пережили какую-то травму. So you spend a good amount of time just listening to them Поэтому важно провести достаточно большое количество времени, просто слушая человека, and trying to communicate that you care about what's happened to them. пытаясь показать, что вам есть дело до того, что с человеком произошло. Because you're hearing what they say, Поскольку важно слышать, что человек говорит, but you're trying to understand what it means to them. и пытаться при этом понять, что лично для него это значило. And that'd be my question, why is this person hurt so much? И это был бы мой вопрос, да? Почему этот человек испытывает такую боль? To make them feel the way that they do. И что привело к тому, что они вот так себя чувствуют? And sometimes it's slow to get people to begin to open up to you. И порой вот этот процесс, когда мы помогаем людям все больше и больше открыться нам, этот процесс медленный. But we have a saying that we repeat in our class. Но у нас вот есть такое выражение, которое я часто повторяю в нашей учебной группе. That people don't care what you know until they know that you care. Людям все равно, что вы знаете, пока они не узнают, что вам не все равно. Людям все равно, что вы знаете, пока они не узнают, что вам не все равно. So let's look at some examples from the Bible as to how conversations are how they occur. И давайте посмотрим некоторые примеры из Библии, которые показывают, как вообще происходят такого рода беседы. Because the strategy, again, the tactic that you're going to use is going to be unique to that person. Поскольку стратегия и тактика, которую вы используете, должна быть в любом случае уникальна именно для этого человека. But you have to know who that person is. Но при этом нужно знать, кто этот человек. Okay, so 2 Samuel chapter 12. Второе Царств, 12 глава. Читать. Should we read it? Yeah, let's go ahead. It's only 1 through 7. Да, пожалуйста, да, там только 7 стихов, с 1 по 7, пожалуйста. Послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и от его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израиля. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израиля в Иуде. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа, сделал злое перед очами его?» Да. Просто интересно. Да, просто это как бы Да, одно предложение не заканчивающееся, потому я продолжал. Да, Катя, что вы хотели сказать? То что ли? Okay, so what would have happened if Nathan would have come to David, and first thing he says, "You evil man, look at what you did." И что бы случилось, если бы Нафан подошел к Давиду и сказал: «Ты, нечестивец, посмотри, что ты натворил». Ну,
Давид бы отреагировал агрессивно. David could probably react aggressively. Aggressively. He could have had Защищался. Ну да, Нафан мог бы головы лишиться. Yeah, because he would definitely become defensive. right. And so what he does, he Что делает strategizes, right? Нафан? Он стратегически подходит к этому. He comes up with a tactic in order to get the truth across to David. Он использует определенную тактику для того, чтобы донести трудную для Давида истину. Almost like a back door to make his point. Он практически, вот как сказать, с фланга, да, с тыла заходит для того, чтобы донести свою вот эту мысль до Давида. And after David realizes the point that he's making, И как только Давид понимает, какая же это мысль, как только он осознает ее, he says, "This is about you." Нафан говорит ему: это ты этот человек, это о тебе. So that was Nathan's tactic. Это была тактика Нафана. Let's look at another one. Matthew 19. Давайте посмотрим еще одну тактику Матфея, 19 глава. Matthew 19, 20 through 23. Матфея, 19 глава, с 20 по 23 стих. Юноша говорит ему: все это сохранил я в юности моей, чего еще не остается мне. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел в печали, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. So what did Jesus understand about this man, his audience? И что Иисус понял про этого человека, про свою, так сказать, аудиторию? That he stick himself to his riches. And go back to verse 16. Давайте 16 стих посмотрим. 16. Вот некто подошел и сказал ему: учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? So what does this man say that he wants? Что, по его словам, хочет этот человек? Во-первых, он считает, что Иисус просто учитель. And he also considers Jesus simply the teacher. Каждый работает вечно. He asks how to earn this eternal life. Okay. Да? So, Katya? Он хочет понять ли он уже обрел вечную жизнь или нет? So maybe he wants to understand, did he already receive eternal life or not? Maybe he wants some confidence. So the man tells Jesus what he wants is eternal life, right? Человек дает понять Иисусу, что его желание – это вечная жизнь. And what does Jesus reveal to the man that's more important? И что открывает Иисус этому человеку, что, по мнению Иисуса, более важно для него? Why does the man go away sad? По какой причине этот юноша ушел грустно? У нього скарб був в Бозі. Він не подумав, що я роздам все, і Бог мені дасть ще. Because his riches were not in God. He was not even thinking that I may just give up all of my riches and God will give me more. Ну и кроме того, он думал, что у него все есть для того, чтобы обрести жизнь. And maybe he thought that he had everything that is necessary for reaching eternal life. That everything is in his hand. So Jesus understood what the man is asking for. He wants eternal life. Понял, о чем спрашивал этот человек? Этот человек хотел вечной жизни. But Jesus shows him, the man himself, what's more important to the man. Но он показал этому человеку, что для него на самом деле более важно. Because he goes away sad. Поскольку этот человек ушел грустный, опечаленный. Because he knows he loves his riches. Поскольку он знал, что он любит свои богатства. Right? Да? Even more. Что он любит их даже больше. Не хотел расставаться. He did not want to leave them. Right. Да?
So Jesus understood where the man's heart was, right? Поэтому Иисус понял, где лежало сердце этого юноши. And that's what our goal is. We're trying to understand where a person's heart is, what matters to them. И в этом и наша цель также заключается. Нам нужно понять, где сердце этого человека, что для этого человека значимо. Okay, let's go to Acts 13. Давайте откроем Деяния 13 главу. 13, I have 16 to 1, that's not right. 16 to 17. С 16 по 17 стих. Деяния 13 глава, с 16 по 17 стих. Uh, 13, 16 through 17. Yes. Right. Да, давайте. Прочтите. Тоді Павло встав і, давши знак рукою, промовив: послухайте мужі ізраїльтяни та ви богобійні. Бог цих ізраїлевих людей вибрав собі отців наших і підвищив народ, яким перебував в єгипетському краї, і рукою потужною вивів їх з нього. Okay, so who is he addressing? Paul. К кому обращается здесь Павел? До старших синагогів. To elders in synagogue. In the synagogue. And so how does he relate to them? Да, он выступает в синагоге. И как он обращается к своей аудитории? Він вказує їм на їхню приналежність Ізраїлю. He points out their identity is those who are Israelites. Каже, що вони богобійні, бояться And Бога. he also makes a point about them as those who fear God. Mm-hmm. And he includes himself with them. И он также себя включает в их число. Да? Because he's trying to build a bridge. То есть он пытается построить некий мост со своей аудиторией. He says, these are our fathers. И он говорит, что это наши отцы. So we're trying to look for ways to connect with the people that we're talking with, our audience. Потому что мы пытаемся связать то, что мы говорим, с нашей аудиторией. So if you've been in a situation that somebody is telling you what happened to them and you can relate to that, И вы, возможно, были в ситуациях, когда человек рассказывает, что с ним случилось, и вы можете это прочувствовать, и вам это интересно. you can say, you know, I felt that same way, И вы можете сказать: слушай, я себя так же чувствовал или чувствую. or that same thing happened to me. Или со мной то же самое случилось. He makes references to the Old Testament, right? Он указывает здесь, Павел, на Ветхий Завет. And the point being is that different people are going to require different approaches from us. И что я пытаюсь донести, что разные люди требуют разного подхода. The first time I came to Kiev, И первый раз, когда я приехал в Киев, I was kind of surprised that people don't normally say hi in the morning. я был удивлен тем, что люди вообще как бы не говорят друг другу привет по утрам. Я знаю, це теж. Because I walked down the street, Я иду по улице, говорю: привет. but nobody responds back. И никто мне не отвечает. And last night we walked in the park on Christmas, right? В прошлом вечером мы на Рождество ходили в парке. And if we were back home, Если бы мы были у себя дома, everybody, whether you know them or not, Merry Christmas, Merry Christmas. все бы друг другу говорили: знаете, знакомы вы лично или нет? С Рождеством, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством, с Рождеством. And it's not that it's wrong here, Не то, чтобы здесь что-то неправильно, and it's not that we're right, и не то, чтобы у нас все правильно, it's just different. просто по-другому. Знаєш, коли ходиш в гори в нас в Карпатах, то на стежці, хто зустрічається, всі вітаються. Добрий день, щасливого підйому, гарного спуску. Виходиш в село і так: добрий день. Yeah, So- it's interesting that if you are like in Carpathians, like in Western Ukraine, and people are like on the mountains hiking, and they cross each other on the On the trail? On the The trail, best, the they best. say hi, have a nice rising, and have a good day, blah blah blah. But if you're coming down to the village, you cannot do that. You meet people on the street and you Yeah. just They have cross small by. places. You say hi. Yes, yes. In fact, even we hike a lot, Мы тоже часто ходим в походы, and when you're up in the mountains, и когда вы в горах, конечно, everybody's your friend. все там ваши друзья.
Not, and in the city, it's not even so bad, but up in the mountains, И не то, что в городах все так плохо, но, конечно, там на горах все кореша. and it's not that it's wrong, it's just different. Не то, чтобы это плохо или хорошо, просто это по-другому. So if I came here as a missionary, И если вот я сюда приехал типа как миссионер, trying to share the gospel with everybody on the metro, пытаясь со всеми поделиться Евангелием, кто ездит в метро, and I go from person to person, hi, how are you? и я буду подходить к каждому человеку отдельно и говорить: «Привет, как ты?» They're going to say, who is this Они guy? скажут: «Кто этот ненормальный? He's not from around here, Он явно не отсюда пришел. not one of us. Он явно не один из нас». So again, your audience is really important. Потому, опять же, очень-очень важно, кто есть ваша аудитория. And you want to understand who you're talking to. И вам очень важно понять, к кому вы обращаетесь. That's interesting. Up in on the hiking trail, people are friendly, huh? Интересно, да, как дружественны друг к другу люди на восхождениях, походах. У нас спільна ідея, так само Because we have like common idea or common activity. Bikers also say hi. Yeah, bikers. Yeah. Байкери теж всі That здорові. I understand. Да, понимаю. Now, C.S. Lewis, he wrote a lot of books, right? Клайв Льюис, кстати, написал очень много книг. I want you to think about this. Я хочу, чтобы вы вот задумались об этом. He writes in 1947 a book about miracles, В 1947 году он пишет книгу о чудесах. mere Christianity, Позже он пишет книгу «Просто христианство». and reason. И Isn't there? Reason, Sideway. Да, потом пишет книгу «Кружной путь». So what he's doing is he's laying out precisely what it means to be a Christian. То есть он, в принципе, излагает вот так последовательно, что значит быть христианином. Next, he writes in 1933, Pilgrim's Regress. Далее, 53, maybe, 33, I think. да, дальше в 53 он пишет «Блуждание паломников», 33. And Surprised by Joy. И далее «Настигнут радостью». And Human Longing. И «Настигнут радостью» и «Хроники». So, in the first one, he talks about trying to address the people who think logically. В первой книге своей он пытается описать, как же обратиться к человеку, который мыслит логически. And then, even when he gets to Chronicles of Narnia, И даже когда он уже переходит к хроникам Нарнии, he's trying to reach people who like stories. он пытается достичь людей через эту книгу, которые любят истории. And the gospel is in Chronicles of Narnia, И Евангелие действительно заложено в хрониках Нарнии. but he's presenting it in a story, Но он излагает это Евангелие как историю. not just facts of what Christianity Не is. просто как какие-то факты, которые характеризуют Евангелие Because he или understands христианство. he's got a wide audience, Поскольку он понимает, что его аудитория обширна, and he writes to different parts of that audience. и он пишет разным частям этой аудитории. Does that make sense? Okay. One thing is you want to try to understand who the authority is in the person you're talking to. И важно также понять, кто является авторитетом для человека, с которым вы общаетесь. Is the authority God? Even if they're Orthodox, they might say, you know, I believe God. Является ли Бог авторитетом для человека, даже если человек называет себя православным и говорит, что верит в Бога? If they're postmodern, they might say, I just believe what I want to believe. А если человек постмодернист, он может сказать, может, я просто верю в то, во что решил верить. And so, based on who you understand they are, that's how you're going to try to strategize your message to them. И основываясь на том, кем человек является, что вы о человеке знаете, основываясь на этом, вы уже будете подгонять послание под человека. Okay, so let's look at how to ask questions. Давайте подумаем и поучимся тому, как задавать вопросы.